Привет, дорогие друзья! Игорь, канал Алена Ар-Влог. И сегодня в этом видео мы с вами постигнем тайну, что нас ждет за островом Святого Николы. Я уверен, что многие из вас на нем были, может даже если, да, но не совсем путешествовали за него. И те самые чудесные пещеры, красивые виды, куда ногами не доберешься, от многих скрыты. Очень интересно, и хоть я здесь уже прожил больше, чем год, но там еще ни разу не было. Поэтому сегодня вместе с вами мы его посетим. А может быть, там будут еще какие-то интересные тайны? Скоро узнаем. А также я вам, друзья, расскажу еще, почему мы с Аленой пропали из эфира. Чем же мы занимаемся? Нет, мы не ленимся, мы не забили на дело на блогерство и на создание контента. Мы, немножко в других сферах и нишах. Вот. Я тут держусь, кстати, за вот эту вот штуку, потому что вроде бы каяк и Адриатическое море спокойно, но я тут первое, с чем столкнулся, это передо мной пролетел такой вот прогулочный катер. И я говорю, ю-ху-ху! Ладно, еще когда снимаешь, немножко волнительно, поэтому я решил приводниться к такой вот шхуне. Тут вот стоит Будва, катер какой-то, и здесь более безопасно в плане того, что съемки, телефон не упадет под воду. Вот эти производители волн, которые, когда купаешься около берега, как бы прикольно, но когда плывешь на каяке рядом с ним, это волнительно скорее. Ой, видите, как все шатается. Ю-ху! По волнам. Синий трактор едет к нам. А здесь парашютисты, парапланеристы. В общем, Будва, сентябрь. Те, кто из вас принял решение ехать сюда в сентябре, сделали абсолютно правильное решение. Движуха, людей не так много, цены даже немножко ниже, наверное. Хотя, по моим ощущениям, нет. Падения цен нету здесь. Практически доплыл, что взял на прокат каяк. Стоимость и каяка, и САПа 10 евро час, 20, естественно, 2 часа, и за 30 евро предлагают взять целый день. Такие цены, что я могу сказать, без комментариев. Тут уже дорого-недорого, мы не про это, мы про то, что на нем можно добраться до близлежащих красивейших мест и посмотреть, что там прячется. Вот. Так как сейчас сентябрь, людей все, естественно, меньше, но тем не менее они все еще снуют туда-сюда, наслаждаются последними теплыми деньками балканского лета. Хоть оно называется осень, но для меня это все равно лето. 30 градусов жары, это, извините, ни разу не осень. И вода еще теплая, можно купаться. Как всегда, все красиво. Там Магрен. Магрен, кстати, популярный и все еще забит туда. Не просто так признан одним из лучших пляжей. Мне, конечно, не сильно нравится. Мне за что люблю Будву, за то, что здесь есть любой пляж, вид пляжа. И каменный, и галька, и песок. Друзья, за мной находится остров Святый Никола, или же Гавайи, как его называют местные. Почему Гавайи, никто не знает. Эта история покрыта мглой. Неважно. В общем, очень красиво. Если любите спокойствие, галечный пляж, то вам обязательно на Гавайи. Здесь как раз таки уже людей практически нет. Вода очень чистая за счет того, что это все-таки галечное дно, камни. И, в общем, сентябрь, я так понял, для Святого Николы самое лучшее время. Видите, как красиво. Это самое основное место, куда все приплывают. Пробегающие яхты можно посмотреть вблизи. Если вы на САПах и боитесь воды, конечно, для вас это будет немножко челленджово. Но на самом деле привыкаешь. И, друзья, кто любит брать в прокат каяки, САПы, вы расскажите в комментариях ваше мнение. Боитесь вы волн? Было страшно вам? Или наоборот, вы преследуете, как только видите волну, и сразу же пытаетесь на нее забраться, чтобы поймать, так скажем, неспокойствие. Так, друзья, обещал же рассказать, что, куда пропали. Во-первых, с Аленой. Алена сейчас пришлет, конечно же, пару кадров, но расскажу. В Беларуси все в порядке. Был небольшой челлендж и небольшой стресс по подготовке детей в школу, потому что все это надо купить, завезти домой и прочее. Естественно, еще и садик. Доминошка первый раз в садик идет, с этим связано тоже много всякого интересного. И Алена, конечно, если не подписаны на Инстаграм, ее подписывайтесь, потому что туда сейчас в основном делается контент из рецептов. Там
очень бодро все идет, и не каждый день, но довольно-таки часто рецепты вкуснейших блюд, которые можно приготовить из простых ингредиентов, доступных каждому. Welcome, ссылочка у нас в шапке канала, поэтому не пропускайте, подписывайтесь. Ну и да, времени на это средств уходит очень много. И как поддержать нас, а я уверен, что многие могут и хотят поддержать, потому что все-таки мы делаем полезный контент, я чуть-чуть расскажу попозже. Так, друзья, наша первая невероятная естественная пещера. Видите, там немного света есть, скорее всего, туда можно подвернуть и выплыть с этой стороны, с той стороны проплыть сюда. Я, конечно, не уверен, но любители дайвинга обязательно, наверное, меня поправят, если такого нас смотрит. Ну, конечно, необычно, как обычно. Как обычно, необычно здесь все. И да, друзья, я же хотел рассказать про то, как можно поддержать. Смотрите, это мы развиваем наш сервис Creator Tools. Постоянные наши подписчики, естественно, помнят эту платформу для профессиональных блогеров. Но это еще не все. У нас есть инструменты монетизации. И один из инструментов, который мы делаем для опытных блогеров, будет полезен и для наших зрителей. Например, я создал относительно недавно первый в своем роде курс по чату GPT для тех, кто далек от программирования, от каких-то технологических, высокотехнологических наук, где я простым языком объяснил, что такое чат GPT и как он может помочь, например, при обращении в жест, или как он может помочь при приготовлении пищи, как он может помочь улучшить отношения в семье, в паре. Да, друзья, чат GPT может этому помочь, и я об этом рассказываю в своем курсе. И поддержка нашего канала, того, что мы делаем, может быть осуществлена с помощью покупки этого курса. Ссылочка в описании, мы будем очень рады, если вы его приобретете. И за каждую покупку нашего курса, естественно, я буду экстра быстро выпускать новый влог, потому что буду понимать, что это идет от вас. Вы ждете новых влогов про Черногорию и не только, и нам надо что-то делать. И вот проплыв буквально тут сколько? Метров 100. Святой Никола открывает свои секреты. И, например, это секрет пляжика, скрытого от всех. Смотрите, обычный пляжик, зонтики, лежаки, все как полагается. И здесь уже начинаются такие маленькие бухточки, кротики, как это все называют. Буквально чуть-чуть проплыть, и можно найти совсем уединенное место, даже в таком популярном курорте, как Будванская ривьера. Ну и чтобы далеко не ходить, решил проплыть. Заплыл я на этот пляж и показываю уже непосредственно, как он выглядит с берега. Скрытый, секретный, красивый. Никого здесь нет. Ну да, конечно же, маленький. Здесь не для огромной компании, человек 20. Но если вас немного, то вот вам, пожалуйста, место, куда можно очень довольно-таки легко добраться. Ну, со Святого Николы, конечно же, если вы сюда добрались на такси или там на каяках своих. Вот, кстати, мой одноместный. Если бы Стефанька была бы со мной, мы бы взяли бы двухместный, тут вдвоем бы плавали с ней. А вода здесь изумительная. Просто смотрите, какая прозрачная. Видите? Потому что все-таки ходить босиком удобнее, приятнее по песку, чем по гальке. Вот, друзья, видите? Пляжик. Можно вдоль стеночки успешно дойти и попасть в это секретное место. Вот честно, друзья, я не понимаю, почему я раньше сюда не заплыл. Уже больше года здесь живу, а здесь еще ни разу почему-то не был. Ну, блин, здесь вау, здесь просто... Прозрачность воды я уже говорил, и повторять-то смысла нету. Просто посмотрите, она здесь как на тех самых картинках с рекламы. Что ж, друзья, сейчас проплывем с вами еще чуть-чуть, посмотрим. Я уверен, что дальше есть еще что-то необычное. Да, я был прав. Хотел вам показать еще один грот. Практически туда доплыл, но там оказалось, что люди предаются любви, и я им мешаю. Поэтому берите лодки, плывите. Я уверен, что там уже никого не будет и никому не помешаете. Ну, в общем, настолько они здесь уединенные, что люди чувствуют себя раскрепощенно. А сразу же за гротом любви вас будет ждать... Я не знаю, как назвать этот пляж. Наверное, у него какое-то есть название у этого гавайского места. Я вижу, вон там вдалеке и каяки пришвартованы. То есть такое популярное место у тех, кто берет водное такси, каяки, сапы, заплывают сюда. И здесь такой уже большой-большой пляж. Тоже то, что он сильно популярный, сказать очень сложно, потому что, ну, сами видите, там единицы людей, одинокий зонтик, чья-то палатка.
решил заплыть, показать и себе, и вам. Немножко тут мусора кто-то набросал, ну кто-то, понятно кто. Стараются в одно место его закидывать. Ну, в целом чисто, только в одном месте помойка, мусорком, палатка. Кто-то здесь надолго остановился. Ну, на пляже, да, тут немножко элементов песка, гальки. Вода чистая, классно здесь. Друзья, посмотревшись на эти красоты, и забыл закончить то, о чем рассказывал. В общем, друзья, вы посмотрели один из первых наших курсов, с помощью которого можно стать более продвинутым в использовании чата GPT, при этом не обладая нужными знаниями программиста. Просто берешь, используешь бытовые условия. А также мы еще предоставляем услуги для всяких профессионалов. И, например, вот мы с нами наш новый партнер Юрий Сысоев, это режиссер программы «Галилео» на СТС, который там работал от и до. У него 15 лет уже опыта в киноиндустрии, и он представляет курс с нуля, как сделать, как научиться сценарному мастерству, как снять хороший, клевый фильм, который не просто будет, ну, как фильм, как студентская какая-то работа, а сможет даже претендовать на участие в фестивале и, возможно, даже победу. У него за плечами уже огромное количество выигравших в фестивале разные картин, и его 15-летний опыт упакован в этот курс. То есть, да, есть теория, но она практическая, так скажем, от боевого режиссера, который не одну собаку на этом деле съел. Если вы мечтали о кино, если вы или ваши дети, ваши знакомые, кто-то задумался об этом направлении или хотите чуть-чуть больше об этом узнать, пожалуйста, обратите внимание на этот курс. Другая сторона острова Святого Николы состоит вот из таких маленьких, мелких пляжиков. Нельзя назвать это, конечно же, пляжем, благоустроенным для плавания, но примоститься можно. Видите, кто-то даже предусмотрительно оставил матрасик на этом пляжике. Кстати, снова рыбки. Они здесь повсюду, вот эта вот мелочь. Плавают там. И говорят, что живности мало в Адриатическом море. Вон, почти как в тропиках. Множество гротиков, множество каких-то скал. Ландшафт этого острова, он, ну, не постоянный, он постоянно разный. Как я и говорил, здесь с точки зрения психологического спокойствия очень приятно пройтись, посмотреть на все это. И тревога, тревожность, все вот эти моменты, они покидают, ну, они не могут задержаться. Ну и, естественно, еще и на память делать крутые фотографии, запечатлеть эмоции. Ну, вот это очень правильное место. И оно, друзья, рядом с центром Будвы, со старым городом. И интересно, что здесь есть причал и лесенка. И, то есть, чтобы туда попасть, не надо идти на каких-то тропах, надо доходить именно до сюда, и можно легко и быстро туда забраться. Но я сейчас туда не планирую, как-нибудь в следующий раз. Ну, еще не все сюрпризы, друзья, видите? Такой вот классный гротик есть. Популярное место для купания. Вода прозрачная. Тут, наверное, даже теплее, потому что здесь глубина довольно-таки небольшая. И сюда привозят людей на катерах, на кораблях. Таким образом сюда завезут. И, соответственно, если вы видите экскурсии вокруг Святого Николы, скорее всего, вас приведут именно сюда. Друзья, интересное наблюдение для меня, то что там, где есть причал, обязательно есть какая-то тропа вверх поднимающаяся. Вот за мной катер, ну это уже напротив Будвы практически, ну если честнее, напротив Бечичей с Рафаиловичами. Причал, вот, там какой-то указатель, и я так понимаю, что легкая карта, что можно подняться и пройтись еще, прогуляться по этому острову. Вот примерно здесь заканчивается оплывание острова Святого Николы. Не означает, что оно заканчивается в эмоциональном плане, потому что все здесь очень красиво, и можно на него заплыть. И если вы задумаетесь над таким путешествием, приключением на каяке или на сапе проплыть, то закладывайте на путешествие вокруг острова, ну, часа 2, наверное, такого среднебодрого темпа. А если вы не... ну, любите еще немножко отдохнуть и помедленнее, не напрягая, чтобы физически, то закладывайте, ну, часа 3, а может быть и больше, потому что можно полежать, позагорать, просто покачаться на волнах, и это займет больше времени. Естественно, не забывайте воду, не забывайте перекус, потому что, ну, длительная физическая такая активность, она у вас, скорее всего, вызовет аппетит. Ну, а я погреб назад. Надеюсь, вам понравилось это путешествие, и вы не забудете поставить лайк. Подписывайтесь обязательно, потому что видео все равно будут выходить, пускай чуть реже, чтобы их ни за что не пропустить. Пока, друзья, до встречи!